Беспроводная зарядка бокса, игровой режим, внутри ушек уже арматурные драйверы и качество, которое годами доказывает QCY. Программа для управления и обновления прошивки, поиск наушников, встроенный эквалайзер, независимое подключение правого и левого наушника, плюсом еще и сенсор приближения. Конечно, эту модель еще можно допиливать, но она уже и так очень достойна. Да и 5 часов на одном заряде вполне достаточно для лоукоста. Cube631, всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, все девайсы тестирую сам, обзоры делаю на то, что интересно мне и вам. Раз в неделю провожу стримы, которые сохраняю на канале, отвечая на ваши вопросы. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте посмотреть описание к видео, там стабильно несколько розыгрышей 30 числа каждого месяца, подвожу их итоги. Сейчас 12 девайсов в розыгрыше. А сегодня я расскажу вам о продолжении девайса, который обозревал 10 месяцев назад. И его умудрялись раскупать быстрее, чем мои подписчики успевали его находить. Сейчас модель QCY T5 есть почти в каждом магазине. Около 4 месяцев назад QCY выгрузили продолжение этой модели, и название, конечно, немного изменили, при том, что до настоящего момента их было практически нереально купить на Алиэкспрессе. Сейчас я именно об этой модели и расскажу. Беспроводные наушники Xiaomi QCY T5 Pro. Упаковка не поменялась, такая вся радужно-простая. Основная информация, как всегда, на картоне. Все максимально экономно, но не отвратно. Вскрыли внутри бокс зарядки, кабель microUSB. Да, это, конечно, печаль, но нивелируется это беспроводной зарядкой бокса. Инструкция с QR-кодом для программы, которая вам ничем не поможет, и сменные однородные амбушюры, которые совершенно правильно их владельцы советуют сразу же менять. Я тоже их советую менять, хотя они не супер ужасны, но не хороши. В целом впечатление low-cost, но без характерного запаха. По боксу большой черный матовый. Размеры и вес вы видите сейчас. Люфт у крышки приличный. Из бокса вылетают наушники при тряске на ура. В кармане за детородный орган бокс никто не примет, но как и народный предмет, он, конечно же, приличный. Есть два диода индикации заряда бокса, другим способом заряд не узнать, даже через программу. Одной рукой бокс открыть можно, но не особо это удобно. Пины в зарядке нереально длинные, выглядит прилично, швов нет. Емкость позволяет перезарядить наушники 5 раз свободно. Бокс заряжается как по кабелю microUSB, так и посредством беспроводной зарядки. Реверсивной зарядки как по воздуху, так и по кабелю нет, хотя в некоторых рекламах ее указывают. Да и емкость у этого бокса для этого не особо космическая, всего 600 мАч. Мне он внешне понравился, мужской, простой, черный. Наушники, вес и размеры вы также видите на экране. Для девушек, после всех их моделей QCY T7 и QCY T8, обзоры на которые вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, эти наушники довольно габаритные, но при этом в ушах сидят даже у девушек удобно. Звуководы, конечно, по ширине и длине на грани универсальности, но в целом при правильном подборе кастомных амбушюр могут подойти любому. Подключаются к телефону наушники независимо друг от друга. Швы довольно заметные. Управление тапами, функций по максимуму. Перечислять их смысла не вижу, вы и так все видите сами в программе на экране. Программу не всегда получается скачать с Play Market, но всегда можно скачать ее с FOPDA. После установки и настройки программы у вас появится анимация подключения, но правда по мне она работает через раз. Со всеми телефонами, с которыми я данные наушники тестировал. Основной плюс наличия программы — это возможность переназначать тапы, подбирать пресеты в эквалайзере или настраивать его самому. Через прогу вы можете искать наушники стандартным нарастающим писком. Эта функция лично мне помогла при поиске наушников после теста с вытряхиванием их из бокса. Зря этот тест на высокой траве проводил. А еще вы сможете обновлять прошивку данных наушников. Разумеется, в программе, как и в шторке телефона, можно увидеть заряд батареи наушников. Bluetooth версии 5.0 через одну стену ловит, фризы редкие и только в местах с обилием Wi-Fi сетей. Полностью наушники не отваливаются. Автономность около 4 часов 30 минут на 100% громкости с пикселем 4 у меня. В каждом ухе аккумулятор на 40 мАч. Кодеки, которые наушники могут использовать, AAC и SBC. Функции быстрой зарядки в наушниках нет. Есть аналог сенсоров приближения, работает по мне этот аналог не особо хорошо. Музыка также встает на паузу через раз при вынимании наушника из уха. Когда его вставляете обратно, она продолжается. Подключаются наушники к девайсам очень быстро, по одному наушники работают. Переключение между правым и левым наушником практически бесшовное. Не заметите. Пластик у ушей матовый, сенсоры работают не суперски, но по мне компенсируется это дело звучанием. Арматурные излучатели в данном форм-факторе наушников затычек с ножкой бывают очень редко. Активного шумоподавления и функции мультиподключения в наушниках, конечно же, нет. В то же время на максимальной громкости, даже со штатными амбушюрами, состояние будет прощай сознание. Метро они заглушат. Это, конечно, не Syllable 101, но эти ушки орут тоже очень громко. Кто не
не успел прочитать по функциям, регулировать громкость, как и вызывать голосового помощника, с этих наушников можно без проблем. Защита от влаги IPX5. По задержке она здесь минимальна. В режиме игры всего 60 миллисекунд. Активируется режим игры также тапами. И я вам скажу, в PUBG лично мне играть в этих наушниках одно удовольствие. Хотя лучше провода, может быть только провод. Вот вам пример задержки. Микрофоны не фонтан, но и не ужасные. Вот пример их работы. Пример работы микрофонов Xiaomi QCY T5 Pro рядом с дорогой. Мимо меня проезжает довольно большое количество машин. Ветер средний, разговаривал по данным микрофонам. В принципе, конечно же, у них есть перепады. Шумодав, конечно же, иногда захлебывается. Но в более-менее таких даже жутких условиях обстановки хоть как-то вас собеседник слышать будет. Хотя, опять же, микрофоны как раз на их цену. Ничего супер фееричного, миссия только в одном. Смысл, почему они неплохие, в первую очередь, в том, что они находятся ближе к источнику звука, в отличие от обычных затычек. Все-таки у этих ушей есть ножки. Пример работы беспроводных наушников Xiaomi QCY T5 Pro в помещении. В помещении беспроводные наушники работают более-менее сносно. Напоминаю, что акустика у меня в помещении ужасная, так что то, как вы меня слышите, скорее всего, в вашем случае будет лучше. Ведь у вас потолки не 3,60, а комната не полупустая. Расхваливать смысла особо их нет, эти уши, но микрорабочие. По звуку, как правильно отмечают владельцы, арматура есть арматура. Нужны глубокие басы, идете в настройки эквалайзера и меняете амбушюры на спинфиты. Громкости хватает с головой. Средние высокие и яркие с высокой детализацией. Звук светлый и натуральный, ширина и глубина сцены для затычек средняя. Понятно, что данные понятия применяются к затычкам с крайней натяжкой. На высокой громкости каши нет, белого шума нет. Особенно хорошо эти наушники выводят средние частоты. Цена по ссылке в описании к видео $27 с бесплатной доставкой. Берете купон из моей группы в Инстаграме, ссылка на которую в прикрепленном комментарии. После этого применяйте кэшбэк и получаете в сухом остатке так 23, что очень даже неплохо. Резюмирую, советую всем, кто слушал QCY T5 и всем, кто ищет беспроводные наушники-затычки с данными характеристиками. Эти уши вас не разочаруют. Если вас не смущает их размер, наушники хорошие, подойдут и для игр, и для прослушивания музыки. Хорошо играют они как с Android устройствами, так и с iPhone. Вот такой получился крепкий лоукостовский средняк с уже довольно обширной фан-базой. Напоминаю о конкурсах в описании к видео, добавляйтесь в группу со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии и подписывайтесь на канал с колоколом. Спасибо за просмотр, завтра уши для детей, потом xiaomi-шная обувка на зиму. Девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!